В узком переулке, где ветер гонял обрывки газет, а запах сырости смешивался с ароматом свежей выпечки из соседней булочей, Элис остановилась. Ее шаги, обычно твердые, несмотря на возраст, замедлились. В тени мусорного бака она заметила крошечное существо, которое казалось просто грязным комком шерсти. Это был щенок. Он не скулил и не двигался, лишь мелко дрожал. Его шерсть слиплась от грязи и запекшейся крови, а глаза, мутные, подернутые белесой пеленой, смотрели в пустоту. Элис присела. Ее пальто коснулось холодного влажного асфальта, но она не заметила этого. Сердце женщины сжалось от острой, почти физической боли. Щенок был слеп. Когда она осторожно протянула руку, малыш не отпрянул. Почувствовав тепло человеческой кожи, он издал слабый, надтреснутый звук, похожий на вздох, и изо всех сил прижался к ее ладони, ища защиты в мире, который до этого момента был к нему беспощаден. «Ты не один, малыш», — прошептала Элис, и ее голос дрогнул. Она назвала его Финн. Это имя само всплыло в ее памяти, пробудив воспоминания о старой овчарке из ее детства, которая когда-то так же преданно смотрела на нее. Завернув щенка в свой теплый шерстяной шарф, Элис поспешила к ветеринарной клинике, что находилась в 2 кварталах от ее дома. Вечерний воздух был прохладным, но тепло маленького тельца, прижатого к груди, согревало ее лучше любого пальто. В клинике свет был мягким, а воздух пропитан запахами антисептика и лекарственных трав. Доктор Кларк, пожилой ветеринар с лицом, изрезанным морщинами и удивительно глубокими, понимающими глазами, принял их без очереди. Его пальцы, привыкшие к 1000 осмотров, двигались уверенно и нежно, но с каждым мгновением его брови хмурились все сильнее. «Элис, я должен быть с тобой честен», — сказал он, откладывая стетоскоп. «Ситуация критическая. Он не просто слеп. Это врожденная патология, осложненная инфекцией. Но хуже всего — крайнее истощение. Его организм почти сдался. Он хрупок, как сухой лист, который готов рассыпаться от малейшего дуновения ветра». Доктор помолчал, подбирая слова. В его практике было много таких безнадежных случаев, и он знал, как тяжело приходится людям, решившимся на такую ношу. Иногда самое высшее проявление любви — это умение отпустить. Усыпление может стать самым милосердным решением. Подумай, какая жизнь его ждет? Вечная темнота, страх перед каждым звуком, вечная зависимость. Элис почувствовала, как в горле встал ком. Она посмотрела на диагностический стол, где лежал Финн. Малыш, чувствуя холод металла, начал снова дрожать. Но стоило Элис коснуться его головы, как он затих и попытался лизнуть ее палец шершавым, слабым языком. «Милосердие, доктор», — прошептала она, и слезы, наконец, брызнули из глаз. «Разве милосердие — это лишить его того единственного шанса на тепло, который он только что нашел? Он хочет жить, я чувствую это каждым его вздохом». Доктор Кларк вздохнул, его плечи поникли. «Хорошо, Элис. Я дам тебе время попрощаться. Побудь с ним 10 минут, и если не передумаешь, мы обсудим план лечения, каким бы призрачным он ни был». Элис осталась одна в смотровой. Она прижала Финна к себе, шепча ему слова утешения, которые, казалось, были нужны ей самой больше, чем ему. В этот момент она ясно ощутила свое одиночество. После ухода мужа ее дом стал просто набором комнат, где единственным живым звуком было тиканье старых напольных часов. Дочь жила в другом городе, звонки становились все короче, а зимы все длиннее. Финн был таким же одиноким и потерянным в этом огромном мире, как и она. Вдруг дверь смотровой тихо скрипнула. Элис подняла голову, ожидая увидеть доктора.
но в комнату грациозно вошла Мира. Эта серо-белая пушистая кошка была полноправной хозяйкой клиники. Обычно она держалась особняком, надменно взирая на суету с высокого подоконника. Пациенты, будь то собаки или другие кошки, ее совершенно не интересовали. Но в этот вечер что-то изменилось. Мира, игнорируя Элис, запрыгнула на стол. Элис инстинктивно напряглась, боясь, что кошка может обидеть беззащитного щенка. Однако Мира не выпустила когти. Она наклонила голову, ее длинные усы затрепетали, обнюхивая Фина. Затем, к полному изумлению женщины, кошка начала вылизывать щенка. Ее язык двигался ритмично, уверенно, очищая его мордочку от грязи. Фин, который секунду назад был напряжен, как натянутая струна, вдруг обмяк. Его тельце расслабилось, а тихое поскуливание сменилось едва слышным, спокойным дыханием. Элис смотрела на эту сцену, не смея пошевелиться. В янтарных глазах Миры светилось странное, почти человеческое понимание. Она словно говорила: «Я здесь. Я знаю, что такое тьма». Когда доктор Кларк вернулся, он замер в дверях, увидев, как кошка свернулась клубком вокруг щенка, согревая его своим теплом. «Это невероятно», — выдохнул он. Мира никогда так себя не вела. «Элис, ты видишь?» Она приняла его. «Я забираю его, доктор», — твердо сказала Элис, вытирая слезы. «Если Мира захочет пойти с нами, я найду место и для нее». Кларк улыбнулся впервые за вечер. Мира сама выбирает свою судьбу. И, кажется, она уже сделала свой выбор. Дом Элис встретил новых жильцов запахом лаванды и старого дерева. Но для Фина это была лишь череда пугающих запахов и невидимых препятствий. Первые дни были похожи на сражение. Щенок постоянно натыкался на ножки стульев, пугался шума закипающего чайника и впадал в панику, если Элис отходила от него хотя бы на шаг. Элис пыталась обезопасить пространство. Она убрала тяжелые ковры, о которые Фин спотыкался, отодвинула журнальный столик к стене и обернула углы мебели мягкой тканью. Но самым важным изменением стала методика звуковых маяков. Она развесила маленькие колокольчики на дверных ручках. Когда Фин слышал звон в спальне, он знал, что там Элис. Когда звенело на кухне, это означало время обеда. Однако настоящим наставником стала Мира. Кошка проявила удивительное терпение. Она не просто лежала рядом, она стала живым проводником. Когда Фин терял ориентацию и начинал жалобно скулить посреди комнаты, Мира подходила к нему, мягко трогала его бок хвостом и вела за собой к миске или подстилке. Ее тихое, монотонное мурлыканье действовало на щенка лучше любого успокоительного. Однажды вечером Элис сидела за кухонным столом, подсчитывая расходы. Ветеринарные счета за обследование и специальные капли для глаз были огромными. Она смотрела на цифры, и страх сковывал ее. Хватит ли сил? Не совершила ли я ошибку, обрекая нас всех на такие трудности? В этот момент она почувствовала мягкое прикосновение. Мира запрыгнула на стул рядом и положила лапу на ее руку, затягивая свою бесконечную песню. А из-под стола высунулся мокрый нос Фина, который уже научился находить Элис по звуку ее дыхания. В тот момент женщина поняла: деньги — это просто бумага, а то тепло, которое сейчас наполняет ее кухню, бесценно. Прошло несколько месяцев. Фин окреп, его шерсть стала густой и блестящей, а в движениях появилась уверенность, которая поражала всех знакомых. Он больше не был тем испуганным комком грязи. Теперь это был любопытный, жизнерадостный пес, который, казалось, видел мир сердцем. Мира разработала целую систему сигналов. Если она хотела позвать Фина играть, она легонько ударяла его лапой по уху и убегала, заставляя его ориентироваться на звук ее шагов.
Если она чувствовала, что Финн слишком разошелся и может удариться, она вставала у него на пути, преграждая дорогу своим телом. Элис часто брала их на прогулку во внутренний дворик дома. Это была сложная логистическая операция. Финн был на длинном поводке, на ошейнике которого звенел колокольчик. Мира всегда шла впереди, словно разведывательный отряд. Она проверяла, нет ли впереди камней или ям, и коротким мяуканьем подавала сигнал. Доктор Кларк, который заглядывал к ним на чай, не переставал удивляться. «Элис, ты знаешь, я ведь поднял архивные записи о Мире. Ее нашли в заброшенном подвале, когда она была котенком. Она была временно ослеплена из-за инфекции и провела в полной темноте почти полгода, пока мы ее лечили. Она не просто помогает Фину. Она передает ему свой дар, умение не бояться темноты». Элис слушала его, поглаживая Миру, и чувствовала, как внутри нее разливается умиротворение. Она поняла, что эта случайная встреча в переулке спасла не только щенка. Она спасла ее саму от серой, унылой старости. Пролетел год. Квартира Элис превратилась в место, где любовь победила законы биологии. Финн превратился в статного пса. Несмотря на то, что его глаза так и остались незрячими, он ориентировался в доме с пугающей точностью. Он знал, на какой полке лежат его игрушки, и безошибочно находил место, где Элис оставляла свои тапочки. Их трио стало местной легендой. Когда они выходили на улицу, пожилая дама, уверенный пес с колокольчиком и гордая кошка, идущая рядом без поводка, прохожие останавливались. Однажды, весенним днем, когда солнце заливало гостиную золотистым светом, Элис получила письмо от дочери. В нем была фотография внуков и обещание приехать на все лето. Женщина улыбнулась. Раньше эта новость вызвала бы у нее тревогу, хватит ли сил на детей. Но теперь она знала, у нее есть помощники. Она подошла к окну. На подоконнике, щурясь от солнца, лежала Мира. А у ее ног, положив голову на кошачий бок, спал Финн. Его хвост иногда лениво постукивал по полу, словно во сне он бежал по бескрайним зеленым лугам, где не существует тьмы. Элис присела на диван и взяла в руки книгу. В доме было тихо, но эта тишина больше не давила на уши. Она была живой, уютной и наполненной смыслом. Женщина поняла, что милосердие — это не отсутствие страданий. Милосердие — это когда ты не один в своей темноте. И пока звучит колокольчик Фина и мурчит Мира, в этом доме всегда будет свет, который невозможно увидеть глазами, но который согревает душу в самые холодные ночи. «Мы дома», — прошептала Элис, закрывая глаза. «Мы все наконец-то дома».